Книга 14. Тао. Путь вознесения. Одинарные тоны языка света. Уроки овладения божественным союзом. 8 октава любви. Божественный союз, созидающий тон творения от светлого, бледно-лавандового цвета до серебристо-лавандового цвета. Природа – пассивный. Божественный союз дает понимание того, что активный и пассивный способ познания, сознания и бытия должны объединиться с целью создания целостного или полного сознания. Что такое полное сознание? Это состояние бытия, при котором целиком и полностью вмещается все физическое и нефизическое, свет и тьма, сознательное и бессознательное. Полное вмещение бессознательного переходит в полное сознание, при котором имеется полный доступ ко всем планам реальности, относящимся к Земле и вашей Солнечной системе. Получив такой доступ и интегрировав части себя, отколовшиеся на этих планах во время падения человеческого вида, человек восстанавливает полное сознание. Одновременно с восстановлением полного сознания восстанавливается радостное гармоничное состояние бытия, которое было известно человечеству на Земле в давние времена. Многие из вас слышали о концепции полного сознания. Полное сознание является состоянием, не ощущающим разницы между видимым и невидимыми мирами. С полным сознанием наступает конец ощущениям страха, и таким образом, каждый посвящаемый может испытывать новый уровень удовлетворенности и радости в повседневных делах и взаимоотношениях. Божественный союз – тон, побуждающий душу непрерывно обмениваться энергией с формой и землей, делая возможным вознесение. Также, это тон, порождающий гармонию между двумя людьми или группой, когда душа находится в гармонии с другими душами. Обладатели Божественного Союза, в качестве главного или вспомогательного тона, будут инструментом формирования между партнерами и в группах новой формы взаимоотношений, основанных на единстве. В более широком масштабе, заякоряющие Божественный Союз в человеческой цивилизации, будут побуждать появление новой формы человеческих отношений, основанных на единстве, равенстве, необусловленной любви и радости. В процессе воплощения бледно-лавандового тона Божественного Союза, возносящийся овладевает заякорением в форму души, вместе с постоянным заземлением в авроре Земли. Божественный союз в действии омывает находящихся в присутствии бодхисаттвы вибрациями Божественного Союза, так что они могут вспомнить о его возможности. Память о Божественном Союзе напоминает о том, как достичь Бога, богиня, всего, что есть вместе с Я Есмь присутствием и высшей душой. Бог, богиня и Я Есмь никогда не навязывают себя воплощению. Воплощение должно сознательно прийти к контакту со своим Я Есмь и вовлечь Я Есмь в жизнь. Для восстановления памяти посвящаемых об этом и предназначена 8 октава любви. Божественный союз в действии побуждает посвящаемых, омываемых этой вибрацией, начать высвобождать стереотипы, вызвавшие конфликт между внутренним мужским и женским началами. Прежде чем человек сможет воплотить Божественный союз, мужское и женское начало должны прекратить внутреннюю войну друг с другом. Эти перемены приведут в жизни посвящаемого к прекращению соперничества между мужчинами и женщинами. В группе вибрация Божественного Союза делает возможным Божественный союз между многими отдельными душами и воплощениями. Для реализации Божественного Союза в группе необходимо,
чтобы каждый член достиг внутреннего божественного союза и распространил его вовне, включая в него других, достигших этого же в процессе посвящений. Обладающие даром использовать вибрации божественного союза, могут дать группам, собирающимся вокруг них, ощущение экстаза, возникающего из совместного пребывания в божественном союзе. Таким образом, они передают кинестетическое знание единства многим группам, созревшим для вознесения. Подобная передача энергоинформации – это подготовка новой цивилизации человеческого будущего, основанной на божественном союзе. Совершающие вознесение могут призывать 8-ю октаву для исцеления стереотипов диссонанса в своей текущей жизни, особенно затрагивающих конфликт между мужским и женским началами. 8-ю октаву могут призывать и больные, поскольку любая болезнь является формой диссонанса. Он связан с конфликтом между мужским и женским началами тела и души. С его исцелением может появиться возможность выздоровления. Воплощение данного тона требует, чтобы посвященные учились функционировать только в соответствующих родовых базовых тонах творения. То есть, если вы воплотились в женском теле, то функционируете в женских тонах творения, поскольку таковые заземляют душу форму. И если вы воплотились в мужском теле, то пропускаете через себя мужские вибрации, которые также заземляют душу форму. Посредством овладения тона божественного союза, посвященный также учится общению с землей и душой, ради опыта божественного союза, приводящего к жизни, которая направляется душой. Неспособность охватить божественный союз приводит к тому, что жизнь человека направляется ложным божеством и управляется разрушительными сущностями. Посвященные, которые не могут отказаться от потребности полагаться на раздутое сознание уровня тела и вместить водительство души, природы и земли. Примеры тех, кто терпит неудачу в изучении данного урока при восхождении к 3000. Овладение тоном божественного союза вызывает необходимость удалить старое руководство, если таковое присутствует в виде ложных богов, разрушительных личностных сущностей, и взамен полностью, тотально вместить руководство Матери Земли, природы и руководство своей души, высшей души, своего истока, единого истока всего, что есть, для последующего водительства. Если полностью отклонить тон божественного союза, то проявится неспособность общаться с истоком, душой и землей. Если внутренний мужчина, исходя из негативного эго, склонен доминировать в своей жизненной грезе, не позволяя земле и душе принимать участие в совместном плетении грезы, это признак отклонения темно-лавандовых оттенков, связанных с тоном божественного союза. Если внутренняя женщина восходящего человека, исходя из негативного эго, имеет склонность подчиняться чужим жизненным грезам, саботируя свою жизненную грезу, вместо того, чтобы позволить земле и душе совместным образом создавать радостный жизненный опыт, это признак отклонения светло-лавандовых оттенков, связанных с тоном божественного союза.